Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за внимание к интервью и за то, что заходите, комментируете и все равно обсуждаете все происходящее. Владимир Осечкин, правозащитник и основатель ГУЛАГу.нет, прямо сейчас со мной на связи. Владимир, здравствуйте. Приветствую вас, Александр. Спасибо большое за это приглашение. И, конечно же, приветствую ваших уважаемых зрителей и подписчиков. Друзья, мы сейчас поговорим о таких очень интересных новостях, которые приходят из Российской Федерации в том числе. И, конечно же, Залужный своим интервью дал такую пищу для ума и осознания того, что будет происходить далее. Но перед этим я хотел бы проанонсировать. Сегодня, несколько часов назад, на странице ГУЛАГу.нет вышло интервью с командиром ЧВК «Вагнер» в прошлом, неким Медведевым. Всех отсылаю туда посмотреть, и, собственно, мы будем его касаться и в нашем разговоре. Но начать я предлагаю с Саакашвили. Неожиданное начало нашего разговора, и мне очень интересен ваш комментарий всего происходящего. Грузинская сторона после долгих и таких частых, скажем так, объявлений о том, как себя чувствует Саакашвили, что с ним происходит, публикует видео из палаты, где Саакашвили брыкается, не дается, сползает с кровати, всех медработников толкает, отпихивает, не дает оказать себе помощь. Смотрите, понятно, что всем интересно, и все сейчас хайпуют на этой теме, в том плане, что там Саакашвили, как? Само появление видео из палаты, где лежит Саакашвили, это преступление, Владимир? Я думаю, что, конечно же, в данном случае это абсолютно неэтично, когда мало того, что арестовали, мало того, что подвергают политическому преследованию и издеваются, и теперь еще демонстрировать видео из палаты как подтверждение якобы неадекватности поведения Михаила Саакашвили, мне кажется, это очень некрасиво, и я вообще... Если бы мне кто-то сказал, что грузины так могут сделать, я бы не поверил. Вы мне сказали, и сейчас я действительно понимаю, у меня нет оснований вам не доверять, я просто это видео еще не смотрел, мы нон-стопом работаем по нашим темам, и, к сожалению, за новостями не удалось проследить в эти дни. Но это, конечно, на мой взгляд, неэтично и бесчеловечно. Нехорошо это. Нехорошо. Человеку выбрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Но зачем дальше уподобляться к Кремлю, который издевается над Алексеем Навальным и проводит над ним различного рода эксперименты, периодически транслируя какие-то видео, которые в их понимании должны подорвать к нему доверие, каким-то образом его унизить и так далее. Я вообще считаю, что те политики и те режимы, которые сажают своих политических оппонентов в застенки, они не могут быть признаны полноценными, уверенными в себе и сильными. Если люди сажают своих политических оппонентов в тюрьму, это значит, что есть какие-то комплексы и так далее. Но достаточно посмотреть на Соединенные Штаты Америки. Что только Трамп себе не позволял. Никто не додумался Трампа сажать в СИЗО и тем более транслировать видео из какой-нибудь камеры или палаты, где Трамп бросает какую-нибудь тюремную американскую баланду, какой-нибудь не очень хороший, не очень свежий бургер в тюремщиков. Но это же вызывает улыбку, эта аналогия. А почему мы сейчас в 21 веке рассуждаем о том, как Михаила Саакашвили что-то с ним пытаются сделать в палате? Вы знаете, этот пример, дурной пример заразителен, есть такое выражение. Пример Кремля, который перекочевывают в разные страны, и, казалось бы, Грузия, страна, пострадавшая от Кремля, в не последнюю очередь, но тем не менее. Владимир, смотрите, то есть Путин сейчас крайне дистанцировался от военной тематики, и это заметно. Все ждут его посланий, встреч с бизнесом, каких-то обращений.
А он берет и выходит и выкатывает там 6 пунктов по поводу экономики, ипотеку комментирует, какие-то там выплаты роженицам или там матерям, материнские капиталы. То есть создается впечатление какой-то параллельной реальности. Мне интересен вот ваш взгляд на вещи. Это потому, что реальность настоящая его не устраивает? Или как бы вот в Кремле политтехнологи начинают потихоньку сворачивать тему воинственности, непобедимости, несокрушимости и мачизма? Мне кажется, что Владимир Путин является пленником вот той системы, которую они сконструировали. Он давно уже не является самостоятельной фигурой. Он не делает то, что он хотел бы на самом деле. У него есть определенные вот генералы, которые работают с политтехнологами, с социологами. Они регулярно мониторят ситуацию. Они изучают настроение в обществе и в мире. И в зависимости от запросов они пытаются им удовлетворять. Условно, хочется основному электорату, который ходит на выборы, это не молодежь, как правило, это не люди бизнеса, это люди в возрасте. Очень многие уже одиноки в силу того, что уровень бедности, люди очень часто умирают, особенно мужчины, которые работают. Соответственно, вот среднестатистическая пожилая женщина. Кого она хочет увидеть в телевизоре? Дети про нее практически забыли, не навещают. Внуки вообще практически никогда не звонят. А тут из телевизора приходит тот, кто ее поздравляет регулярно с праздниками, кто начисляет ей 1000 или 1500 рублей, проявляя о ней заботу, кто с такими же бабушками, как она, разговаривает там на встречах и пьет чай. Соответственно, вот мы имеем то, что мы имеем. Это работа политтехнологов и социологов. То же самое здесь. Любая повестка, любое озвучивание темы войны неминуемо приводит к минусованию рейтинга. Не может рейтинг расти на войне, где погибли уже огромное количество и украинцев, и россиян. Поэтому, конечно, он от нее дистанцируется и пытается успокоить людей проектами будущего, красивыми словами, там, дорожная карта, нацпроекты и так далее, успешный успех. Вот. А в это самое время вот дети и внуки вот этих вот пожилых женщин, которые сидят и смотрят телевизор с утра до вечера, и для которых Новый год не наступит, если они не посмотрят «Иронию судьбы», и они не услышат бой курантов, и не услышат поздравления от Владимира Владимировича Путина. То есть это нужно понимать. Людей настолько ввели в транс, что если Путина в новогоднюю ночь не будет в телевизоре, или не будет вот того, что там, как правило, перед ним и после него, все, у людей пропадет ощущение, что они переместились в Новый год. Они будут там в старом году. Им обязательно вот этот нужен обряд совершить, посмотрев куранты с Путиным. То же самое и здесь. Они не хотят думать о том, что их же детей, их же внуков и детей, их соседей отправляют на убой. Им хочется что-то про деловое, чтобы где-то там вдали забрезжил свет в конце туннеля, про деловой климат, когда страна превратилась в абсолютного изгоя, а на 10-й съезд судей России пригласили судей из Ирана, где введена смертная казнь через повешение там, за какие-то там религиозные преступления и так далее. Вот такой обмен опытом сейчас у российских судей с иранскими судьями. То есть, это самое такое дно, которое можно себе представить. Но про дно они говорят с чувством собственного достоинства, пытаясь это все подавать как, опять же, еще раз говорю, да, успешный успех. Вот иранские судьи. Но там это сложная история с реформами судебной системы. Кому, как не вам об этом знать, почему-то Запорожская область и Херсонская область, которая сейчас оккупирована Украиной, не входят в эти реформы. И это из Госдумы Российской Федерации эта новость, да, прозвучала как какое-то предательство. У нас в Украине говорят «зрада». То есть, получается, этих кусков, так называемых новых территорий Российской Федерации, нет для этих реформ, Владимир.
Ну, конечно, их физически и юридически нету, потому что это самая настоящая Украина. Это территория Украины, и никогда это Россия не станет. Ни при каком правителе, там, ни в России, ни где-то там при каком-то правительстве в Украине. Ну, очевидно. Вот. И международное сообщество никогда не примет вот подобные захваты, ну, самые настоящие такие бандитские, рейдерские захваты с убийствами, с подделкой документов, с фальсификациями. И, кстати говоря, там большая дискуссия идет внутри системы, потому что они, в принципе, понимают, что они уже, ну, вышли за пределы легитимности и законности, и у них остались какие-то там считанные там толики, еще вот 1, 2, 3 подобных шага, и они совсем просто окажутся в абсурде, где и они сами поймут, что закон не работает, и больше всего они очень боятся, чтобы русский мужик не почувствовал, что уже закона никакого нет, уже есть вот право дубины, там, право ядерной кнопки, право автомата, а все остальное пустой звук. И по поводу так называемого, ну, нужно понимать, что в России за последние 20 лет совершен антиконституционный переворот. Согласно Конституции Российской Федерации, которая, кстати говоря, пока еще не отменена, 3 ветви власти. И судебная власть — это отдельная власть. А де-факто, вот у нас здесь приехали и обратились в New Decisions Foundation и запросили во Франции политическое убежище сотрудники судебной системы, в том числе один из председателей судов, который когда-то именем Российской Федерации выносил законы, а теперь сидит и дает подробные последовательные показания о том, что, по сути, все люди в мантиях — это внегласная агентура ФСБ, что никто не допускает к статусу судей человека, на которого нет компромата. Когда человек еще только приходит в здание суда устраиваться и работает на позиции там, секретаря или помощника судьи, на него уже постепенно собирают компромат. И заставляют его где-то там подделать протокол судебного заседания. Где-то оперативники приходят, просят что-то скрыть. Человек это делает по просьбе самих оперативников ФСБ, а потом меняется куратор из ФСБ, и другой говорит: слушай, а ты здесь подделал, вот смотри, у нас на видеозаписи одно, а в протоколе ты написал другое. И вот таких вот компроматов набирается 1, 2, 3, 4, 5. И только потом, когда уже на человека есть компромат, он увяз, он подписал согласие о сотрудничестве с ФСБ, только после этого человека допускают к статусу судьи и направляют в Москву документы со справкой из ФСБ, что благонадежен. А благонадежен — это значит, что именно надежен. Не потому что хороший человек, а потому что у него есть компромат, он управляемый. И вот мы имеем с вами огромную структуру из агентуры ФСБ в мантиях, и поэтому мы видим вот этот балаган, в котором бедные оппозиционеры там стараются апеллировать к каким-то нормам закона, а там как в стенку горох, там стеклянные глаза, и там потом внятное зачитывание каких-то там судебных решений, которые на самом деле определены в кабинетах администрации президента и в ФСБ, но точно не в кабинете судьи. Поэтому да, вот если в плане судей в России уже нету суда, и это как раз говорит о том, и это самая большая проблема даже не в том, что там конкретно Путин там мерзавец и маньяк, а проблема в том, что вся система, она теперь вот в таком виде тоталитарного государства, где все является имитациями. Ну да, это ведь если нет суда, то некуда идти. Вернемся к видео с Медведевым. Это видео, ну скажем так, подавалось на канале, я всех еще раз прошу перейти и посмотреть, ссылка будет в описании. Но самый главный вопрос, который остался после, скажем так, ну как бы откровений экс-командира, одного из командиров ЧВК Вагнера, это яснее ли стала ситуация с Нужиным, как выяснилось, как бы позывной «Кусок», да, или как-то так его называли. Стала ли яснее судьба вот этой спецоперации «Кувалда»? И на самом деле, ведь о Нужине, скажем так, ну, как бы принято говорить или хорошо, или никак,
но оказался очень и очень такой человек с двойным, что ли, дном. Что вы, скажем так, нового об этой истории, вот самое главное, вынесли после разговора с Медведевым, одним из экс-командиров Вагнера? Мне кажется, что самая важная информация, которую Андрей Медведев рассказал нам, и чтобы было понятно, сегодня просто с утра произошло ЧП, его начали задерживать сотрудники полиции. Мы знали, что его ищут, и бенефициарами, заказчиками его розыска является Евгений Пригожин, который хочет в отношении Андрея Медведева совершить то же самое, что и в отношении Евгения Нужина, как в отношении того, который якобы там предал Вагнер. Он почему-то думает, что кто-то должен быть верен террористической организации и что там есть какие-то такие обязательства, хотя вся эта история абсолютно незаконная, и скорее здесь действует какой-то, знаете, как бандитская какая-то структура, где вход рубль, выход 2, и где показательная расправа, чтобы другие там внутри оставались и боялись выходить вовне. Так вот, самое важное, во-первых, это первый вагнеровец, который в публичную плоскость вышел сейчас, кто был в Вагнере в войне в Украине в составе незаконного вооруженного формирования ЧВК «Вагнер», и кто принимал участие в боевых действиях прямо сейчас, вот там, ноябрь, октябрь, сентябрь. Это вот самый новый, условно, вагнеровец в паблике. Для меня принципиально важно, вы знаете, что мы проводим большое расследование по этой бесчеловечной абсолютно схеме, когда Владимир Путин и Евгений Пригожин, конечно, при участии целого ряда сотрудников СИН, ФСБ, Минобороны, отправляют десятки тысяч осужденных на войну, где они принуждают их к войне. И каждый раз, когда мы поднимали эту тему, кремлевские ФСБшные боты и тролли всячески пытались нам сказать: но они же сами садятся в автозак, они же вот сами соглашаются там вызываться и так далее. Но потом выясняется, что очень многие, доехав до пункта назначения, увидев, что такое на самом деле война, увидев, что там с той стороны нету никаких нацистов, там оказывается такие же люди, которые сидят в окопе, просто защищают свою собственную территорию. И вот тот самый момент, когда заключенные, так, вот эти, они их называют кашники, потому что у них медальоны ЧВК Вагнера, шестизначные номера, и первая буква у них К, их поэтому называют кашниками. И вот когда эти кашники начинают, когда они понимают, что они не хотят принимать в этом участие, и когда они пытаются вернуться в Россию, уйти в сторону ВСУ, сдаться в плен, или просто отказываются выполнять какой-то приказ, их жестоко избивают, кидают в яму, а потом, когда приезжает новая партия осужденных, как правило, это 300-400 человек, их выстраивают в строй, вновь прибывших, подъезжает трактор или экскаватор, разрывает очень быстро, 2-3 взмахами небольшую траншею, яму, а дальше приводят вот этих из ямы 3, 4, 5, 6, 7 осужденных, и дальше их без суда и без следствия на глазах у изумленных вот этих вновь прибывших расстреливают, и им сообщают, что это вот отказники, это вот эти 500-е, так называемые, те, кто попытались покинуть зону боевых действий. Это те, которые попытались поднять на командиров руку, загрубить им каким-то образом, отказались идти в атаку, когда им это приказывали. Расстреливают и формируют культ страха, культ смерти, и вот что-то такое, чтобы обязательно все остальные сразу начинали бояться и понимали, что все, никаких прав у них нету. Они теперь не заключенные, у которых хотя бы какие-то минимальные были права, был какой-то ГУЛАГ, который за них заступался, какие-то ВНК, какие-то правозащитники, адвокаты. Теперь все, ничего нет. Есть вот те, кто перед тобой, твои надсмотрщики, распорядители твоей судьбы. И есть вот эта вот земля, куда тебя запросто там расстреляли, бросили, кто-то еще стонет, и трактор ковшом или экскаватор их закапывает. И вот он рассказывал, что там один из операторов экскаватора, он чуть с ума не сошел, потому что додуматься, что он когда-то, получив образование, став
водителем на экскаваторе будет кого-то заживо закапывать, но это не в голове ни одного, наверное, тракториста или экскаваторщика не было бы. А там это вот как здрасте, и варианта никакого, потому что ты слово скажешь против них, тебя точно так же расстреляют. То есть создан самый настоящий конвейер смерти, такая огромная мясорубка Вагнера, которую, в принципе, даже вот слово Вагнер, мы лишний раз фамилию композитора произносим, а он откуда-то там с небес на нас смотрит и, наверное, проклятие шлет в наш адрес, потому что, ну какая же это ЧВК Вагнер? Это ЧВК Путина. Самое настоящее, потому что без Путина никто бы Пригожину не предоставил бы ни земли Министерства обороны, ни солдатов-срочников и контрактников, которые создают ему эти лагеря спецподготовки, не было бы никакого арсенала, если бы Минобороны не передавала бы им свои БМП, танки, самолеты и так далее. То есть все это полностью сконструировано государством, и, конечно, это все организовано самим Владимиром Путиным. Так вот, если отвечать на ваш вопрос, самое дикое, самое чудовищное, самое важное, это то, что мы получили подтверждение не от пленных заключенных, которые находятся в руках украинцев, и российская пропаганда говорит, что, слушайте, ну они находятся в руках ВСУ, они все что угодно там могут сказать. Ну вот, пожалуйста, человек в России, человек был элементом этого Вагнера на протяжении 7 лет. И он в ужасе бежит оттуда и дает нам видеопоказания, плюс до этого его наш коллега-адвокат под протокол опроса в порядке 86-й статьи УПК опросил, где он говорит о массовых расстрелах, массовых казнях, о том, что с людьми расправляются, кто не хочет воевать и выполнять приказы. На мой взгляд, это вот тот Рубикон, который Путин с Пригожиным перешли в этой самой войне, когда мы теперь знаем, что россияне убивают россиян, вот, находясь в этих механизмах, которые создавали Путин и Пригожин, опять же подчеркну, под контролем Минобороны и ФСБ. Поэтому здесь руководству Минобороны и ФСБ не удастся избежать ответственности за эти очевидные военные преступления и преступления против человечества и человечности. Да, Владимир, я хочу здесь уточнить сразу, это бывший командир Вагнера, который ушел из Вагнера, уехал в Россию, искал защиты, искал правозащитников. Почему я говорю во времени прошедшем? Потому что, насколько я понял, судьба его предрешена. Арест, ну а дальше назад в лапы Пригожина. Очень высокий риск этого есть. Его судьба, если вот вкратце так пробежаться за минуту, это парень без родителей, сирота, детдомовец. Он вырос в детдоме. И практически сразу по выходу из детдома он оказался вот в этом российском жестоком мире без какой-то социальной поддержки. Ему не выдали положенную по закону квартиру, как не выдают ее очень многим. Ему не выплатили то, что должны выплатить в полном объеме и сразу по закону. Там не было вот этой быстрой помощи. То есть он не вышел из детдома куда-то вот в квартиру с первыми подъемными деньгами, с каким-то напутствием в жизни. Нет, это человек, который оказался на улице. И, конечно, через какое-то непродолжительное время у него был выбор, который он для себя видел. Или преступные миры и сразу тюрьма, или вот его завели бывшие афганцы в так называемую ЧВК Вагнера. И дальше он там провел 7 лет. Мы смотрели с ним вместе его первую фотографию, которому там едва-едва 20 лет, а он уже в форме Вагнера, уже с какой-то медалью, то есть уже что-то там натворил где-то во внешнем периметре на выезде. Вот 7 лет он провел с ними. И весной их вернули, их батальон перекинули из Центральной Африки на базу в Молькино в Краснодарском крае. И дальше уже с ним подписали первый короткий контракт, отправив в Украину. И второй 4-месячный он подписал 6 июля. За эти 4 месяца очень многое изменилось на войне. Начали привозить заключенных, были изменены порядки, которые раньше были приняты в Вагнере. Ситуация стала еще гораздо более жестокой с точки зрения вот этих вот пыток, избиений, расправ, расстрелов. И он для себя принял решение бежать. Когда ему сказали, что Пригожин в одностороннем порядке ему и многим другим продлил контракты еще
там до 6 месяцев, а может быть и до 8, и скорее всего будет там на постоянной основе, он понял, что оставаться там, ну, это действительно быть убитым, потому что это жестокие бои, жесточайшие бои под Бахмутом, под Артемовском. И он оттуда бежал, он приехал в Питер с помощью друзей, он приехал в ЧВК «Вагнер-центр», вот, который активно рекламировали, приехал там специально под видеозапись, так демонстративно свой медальон вручил обратно в руки сотруднику службы безопасности Пригожина, ну, конечно, простому какому-то охраннику, который там на первом этаже ходил, который до конца не понял значения этого жеста для Медведева. Вот. А дальше уже на следующий день его и его друга, который его подвозил, начал разыскивать службу безопасности Пригожина и местные силовики, которые по номеру машины вычислили, кто это был, и дальше за ним началась вот эта вот охота, погоня со стороны российских спецслужб, которые удовлетворяли запросы Евгения Пригожина с тем, чтобы вот найти, передать им обратно их службу безопасности, которая, очевидно, его хочет показательно казнить, потому что если вагнеровцы там в зоне боевых действий поймут, что есть какой-то там дорожка, какой-то выход из этой сложившейся ситуации, как можно, там, например, выйти в паблик, снять интервью, разоблачить, и ты при этом останешься живой, понятно, что этот карточный домик Пригожина сложится моментально, огромное количество людей сейчас покинет зону боевых действий. Поэтому им важно показательно его найти и казнить. А нам, в свою очередь, как правозащитникам, которые прекрасно понимают, что у Андрея нету ни паспорта, ни загранпаспорта, все его документы находятся в службе безопасности Пригожина. То есть это тоже, кстати говоря, важный момент. Все вагнеровцы, они привязаны вот к этой всей иерархии, к службе безопасности и к штабу ЧВК, и они там находятся, ну, по сути дела, как такие, знаете, как полурабы, они не свободные люди, потому что их документы находятся там, в центральном аппарате. И точно так же им зарплату никто ежемесячно никуда там не выплачивает. Ее дают в конце, если ты хорошо что-то там делал, убивал, захватывал, а если ты каким-то образом проявил там человечность, не выполнял и так далее, тебе в конце твоего контракта просто фигу покажут, в лучшем случае. Поэтому здесь он остался без документов, его жизнь висела на волоске, он обратился к нам, когда его разыскивала служба безопасности, и мы приняли решение подключить и адвокатов, и журналистов, и начали его вместе опрашивать с тем, чтобы хотя бы вот этот резонанс вынудил российские власти каким-то образом действовать и остудил пыл Пригожина, чтобы хотя бы он не применял кувалду внутри России, там, в центральной части. Вот. Но мы понимаем, что вот его с утра задержали, и мы решили опубликовать эти все материалы с тем, чтобы показать это все наглядно и попытаться спасти его от убийства, от расправы со стороны Пригожина. Мы понимаем прекрасно, что его могут сейчас заставить на видеокамеру все что угодно рассказать про то, какие мы плохие, или как мы там оказывали на него давление с тем, чтобы он там Евгения Пригожина оговаривал там, или какую-то ситуацию. Но это уже будет потом. Сейчас для нас лично, как для правозащитников, важно защитить его право на жизнь и с тем, чтобы остановилось пресечь еще одну внесудебную вот эту казнь, расправу, жестокое убийство. Из видео, которое вы сделали публичным, из разговора с Медведевым, вашего, Владимир, разговора, очень, ну, что для меня, как для украинского журналиста, очень ценная, как бы очевидная, но шокирующая одновременно информация об приказе не брать пленных. А если они попадаются, украинские военнослужащие, которые попадают в плен ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута, сейчас это особенно актуально, то, ну, давайте так, мы все-таки на Ютубе, они, эти пленные, не жильцы. Скажите, вот как-то вот не вяжется эта картина с тем, что чуть ли там, ну, там не каждый день, ну через день точно, особенно в последнее время, мы видим официальные сообщения о том, что вот 60 человек поменяли, вот там 50 человек поменяли. Что это за приказ и как его можно прокомментировать? Да, это, наверное,
один из тоже важных моментов, которые меня шокировали, я просто не успел перечислить. Конечно, вот то, что он озвучил, это чудовищно. И то, что и он сказал, и сказали другие опрошенные нами вагнеровцы, просто не все готовы в паблик выходить, и не все там, находятся сейчас в такой ситуации, когда можно это все публиковать. По крайней мере, их еще не ищут и не знают, что они с нами в контакте. Приказы меняются. Вот есть приказ ни шагу назад не отступать, и причем транслируется, что Пригожин, приезжая в расположение Вагнера, он им говорит, что у нас там приказ 41-42 года от Сталина. То есть ни шагу назад, кто назад отступает, кто пятится, того расстреливать. И в отношении военнопленных вот эти установки там меняются. Одни бригады, одни команды говорят, что да, есть приказ живыми не брать. Другим, наоборот, поступает иногда команда, наоборот, набрать, вот когда нужно было того же Евгения нужно выменить, наоборот, был приказ максимальное количество людей, раненых, не раненых, обязательно всех сгребать и брать в обменный фонд, пополнять его, чтобы у вот этого грушного подразделения ЧВК Вагнера был свой фонд с тем, чтобы произвести обмен и забрать, и вот, собственно говоря, совершить показательно то, что они сделали с Евгением Нужным. Поэтому здесь я не могу сказать, что то, что сказал Медведев, относится ко всем подразделениям, ко всем направлениям, где Вагнер принимает участие, вот эти вот ЧВКшники, наемники. Но да, то есть мы понимаем, что в целом ряде случаев жестокость применяется, и там, где можно еще взять живыми, они убивают. И это очень важно, его показания важны для международного расследования. И, конечно, для расследования в рамках вот национальной системы в Украине, потому что, конечно, все эти истории, они, я уверен, что после окончания войны все эти массовые захоронения, конечно же, будут обнаружены с помощью современных технологий и свидетельских показаний. И когда вот будут проводиться расследования, будет понятно, что часть из людей получали смертельные выстрелы не во время какой-то битвы, драки, схватки, а именно вот эти казни. И вот эти казни будут одним из, на мой взгляд, самых важных элементов обвинения в отношении Пригожина, Путина и вот их генералитета. Потому что, конечно, это грубейшее нарушение правил войны. Владимир, вы упомянули вот некий офис, да, Вагнер-центр в Петербурге, куда там приходил Медведев, отдавал жетон. Вот новость какая-то вот поразительная, и мне вот очень интересна ваша трактовка вот двух сообщений. Сообщение первое. Якобы Пригожин, вытащенному из плена американского, да, из тюрьмы американской, торговцу оружием, Буту, дал должность директора или управляющего вот этого Вагнер-центра. Это вот такая одна новость. А вторая новость, сегодняшняя, свежая, вот теперь уже соратник по партии Бута, по партии ЛДПР, небезызвестный всем Слуцкий, сказал, что Бут готовится ехать на Донбасс. Его там знают, его там ждут. Велеречиво, с пафосом сказал Слуцкий. Как-то вот несостыковка происходит. И как вы думаете, Бут и Пригожин это одно целое сейчас? Мне кажется, что Пригожин — это новый Бут, а Бут — это старый Пригожин. Это вот история про то, что в 90-е, если вы вспомните развал Советского Союза, в целом нищета в России, и поэтому в недрах спецслужб они приняли решение, так как на Западе оставались определенные активы у Советского Союза, спрятанные, в том числе для поддержки агентурной сети, которые в большинстве своем были представлены именно как предприниматели, как коммерсанты на Западе. Кто-то, конечно, как художник, как музыкант, как писатель, но по большей части это вот история про именно предпринимательство и, соответственно, и дальше вот мы видим, он покинул военную службу, по-моему, 91 или 92 год, а в 95 году уже Виктору Буту принадлежит компания,
на балансе которой 50 самолетов, которые занимаются в том числе доставкой оружия различным там, террористическим организациям, каким-то оппозиционным формированиям, каким-то там повстанцам, сепаратистам. Ну, то есть вот туда, где Москве нужно было ослаблять позиции Америки и создавать там какие-то конфликтные ситуации, туда летали эти самолеты, туда летало оружие. Конечно же, на этом всем зарабатывались огромные денежные средства, которые уходили не в бюджет Российской Федерации, нищей стране, а которые шли в бюджеты генералов и полковников спецслужб, которые просто вместе с Виктором Бутом сколачивали себе состояние. И Бут был неотъемлемой частью вот этой силовой машины, которая в результате, продолжая вот это вот наследие тоталитарного режима Советского Союза, потом пришло к власти в лице Владимира Путина и их окружения. И, конечно, когда Виктор Бут разоблачен и арестован, для Кремля, для ГРУ, для ФСБ было очень важно, чтобы он молчал. Поэтому они поддерживали его семью, поэтому в Штатах ему присылали, у него были там хорошие адвокаты, поэтому жене его в Москве админресурс помогал и даже пытался слепить из нее образ какой-то правозащитницы, которая защищает права российских заключенных за рубежом. Вот. Все, что их волновало, это поведение Виктора Бута, потому что это было очень показательно. А расколется или нет, станет их и сдаст всех, и действительно расскажет обо всем или нет. Ну, с учетом того, что Виктор не глупый мужчина, он прекрасно понимал Уголовный кодекс Соединенных Штатов и так далее. Если бы он в полном объеме все рассказал по правде, скорее всего, был бы там, я не знаю, там электрический стул, инъекция какая-то или там пожизненный срок лишения свободы. Поэтому здесь совпали желания ФСБ и его лучше молчать, там, посидеть там, 5, 10, 15 лет, но зато потом в последующем, вот как мы теперь знаем, быть обласканным и так далее. Поэтому здесь, а у Владимира Путина, у него на эту тему прямо какая-то определенная мания. Ему обязательно нужно убить всех, кто предал его систему, там, или, можно сказать, там, передумал и покинул ее, и отказался быть его помощником. С этими людьми надо, по мнению Владимира Путина, расправляться, причем показательно, демонстративно, вот там чуть ли там не как сицилийская мафия там с какой-то там головой мертвой лошади куда-то там, да, там как в «Крестном отце». И наоборот, вот тем, кто, как Андрей Луговой, съездил, отравил Александра Литвиненко, вернулся, все, пожалуйста, Государственная Дума, почет и уважение, большая зарплата, свои там телепередачи, эфиры, все ковришки. Вот дорожная карта. То есть, если ты убийца, но убиваешь в интересах Владимира Путина, тебе дадут какую-то государственную позицию. Вот. А если ты, не дай бог, откроешь рот и начнешь говорить правду, ну, значит, тебе придется до конца дней, там, по мнению Путина, озираться, оглядываться, потому что за тобой вот этот режим, империя зла, пришлет какого-то киллера. Виктор Бут, нужно отдать должное, как бы он, понимая и получая периодически через семью определенные сигналы вот с этим законом Омерта, да, итальянской мафии 20-30-х годов прошлого века, он молчал. Поэтому его вытащили, была проведена определенная специальная операция. Взяли молодую, талантливую спортсменку-баскетболистку, посадили, и дальше показательно начали ее прессовать с тем, чтобы вот она вышла с подорванным здоровьем, с подорванной психикой, чтобы всем американцам было ее жалко. Ну и, конечно, дальше уже вот мы видим решение президента Байдена, который это выдает за свой успех. Они сначала допустили, чтобы их гражданка оказалась в заложницах на территории России, а дальше, по сути дела, человека, который занимался перевозкой оружия для совершенно очевидных каких-то там войн, террористических каких-то организаций, каких-то восстаний, мятежей, смен каких-то правительств в каких-то странах, он дальше был выменен на молодую талантливую баскетболистку. В Штатах это все было преподнесено как успешный успех, как возврат. Ну, а, конечно же, для Владимира Путина это очевидная победа, когда на ровном месте, они не потеряв никого из американских
кого они подозревают, как шпион, который работал в сторону Америки, они отдали просто баскетболистку, которую совершенно специально именно для этого и посадили, и забрали Виктора Бута. И, конечно, ему там и корочки депутаты или члены партии дают и так далее. И, Пригожин, как известный хайпажор, который всегда, он же не может пройти мимо какой-то темы, вот ему обязательно надо уже на Викторе Буте здесь вот сказать, что ты будешь каким-то там директором чего-то там. На мой взгляд, Виктор Бут, в отличие от Евгения Пригожина, человек с более стабильной психикой. Как говорится, за свое он уже отсидел даже на Западе. И мне кажется, что сейчас у него есть возможность сохранить определенную независимость внутри России, там делая реверансы благодаря Владимиру Владимировичу за свое чудесное спасение и так далее. Но мне кажется, садиться в грязную лодку с Пригожиным, это, как говорится, из огня да в полымя. Он там много лет подряд доказывал со своей защитой властям США и журналистам и всему миру, что это неправильное обвинение, что он не является частью, элементом секретных спецслужб. Но если он сейчас окажется в одной лодке вместе с Евгением Пригожиным, который реализует абсолютно бесчеловечные, преступные, террористические схемы, либо это будет какая-то уже глупость, но Бут не похож на дурака. Вот если проанализировать его поведение, его интервью, он очень осторожный и так далее. Либо его, значит, принудит в этом принимать участие. Как одно из условий его освобождения, чтобы он не чувствовал себя условно независимым, а чтобы он измазался в этом. Но если они это сейчас допустят, это будет какое-то идиотство, потому что 15 лет подряд доказывать всему миру, что он не был связан со спецслужбами, и потом врюхаться в самый очевидный засвеченный проект ГРУ и ФСБ, связанный с вот этой вот ЧВК Вагнера. На мой взгляд, мне кажется, Виктор постарается от этого как-то дистанцироваться. Да, очень интересно. Тем более, что тут своих грязных лодок хватает. Я хочу ваше мнение услышать о скандале между Соловьевым и Гиркиным. Такая попсовая, медийная, такая хайповая тема, но скрыта от вот этой всей мишуры, вот этого скандала, когда там Соловьев критикует Гиркина, Гиркин вызывает его на дебаты. Вот, казалось бы, такой медийный скандал, но все-таки все же понимают, что Гиркин критикует Шойгу и Минобороны, и ему за это ничего. Соловьев кричит напропалую слово «война», и его не сажают, и даже не штрафуют. Что это, конфликт между двух, таких однополярных товарищей. Как он смотрится и видится с вашей стороны? Очевидно, что и Стрелков-Гиркин, и Соловьев — это марионетки Владимира Путина. Просто одним руководит администрация президента, про Соловьева я сейчас говорю, да, а другим одно из подразделений ФСБ, которое периодически там вот что-то покритиковывает Минобороны и так далее. И очевидно, что в Кремле опасаются, что вот этот проект ФСБ, я сейчас говорю про Гиркина, он в какой-то определенный момент может выйти из-под контроля, из управления, или наоборот, в рамках какого-то управления, наоборот, возглавить какую-то маргинальную часть протеста, которая там ультрапатриотическая, и которым хочется там шашкой махать налево и направо. И опасаясь того, что сейчас Гиркин может начать рубить правду матку, посмотрев, что происходит в зоне боевых действий, с новой волной, которая подорвет боевой дух, в очередной раз дискредитирует вооруженные силы, дальше уже Соловьев получил помочить. То есть без команды из АП они бы не стали этого делать. Плюс ко всему, здесь еще нужно понимать, что они специально периодически устраивают какие-то
спровоцированные и управляемые скандалы между своими вот этими потешными, между своими вот этими клоунами, клоунов есть чувство юмора, а у этих чувства юмора нет. Вот, да. Вот, но иногда они, да, устраивают какие-то такие бои для того, чтобы вот этим скандалом что-то отвлечь. Возможно, в эти дни что-то более важное совершалось или совершилось, от чего нужно было привлечь внимание, и вот на потеху они начали там друг друга там каким-то образом там поливать и так далее. Ну, еще раз подчеркну, они оба не самостоятельны. Лично вот, например, Соловьев для меня, это, на мой взгляд, это какая-то трагедия большая. Он когда-то давным-давно был одним из очень смелых, таких интересных, обаятельных журналистов, вызывавших улыбку, симпатии, когда они с Савиком Шустером, по-моему, вели вместе ток-шоу. Это было очень-очень давно. А сейчас, конечно, это я смотрю на него, и я не понимаю. Мне кажется, что он сам врос в образ этого пропагандиста, и ему в душе вот от этого тошно. Избавиться он не может, потому что это та самая вот бандитская система мафиозная, куда вход рубль, выход 2, и он не может уехать куда-то в Европу и сидеть и писать мемуары и так далее. Он уже вынужден находиться в этой лодке, его уже измазали полностью в дерьме, и он вынужден в этом принять участие. Ну а Гиркин, что, по нему вынесен приговор. Очевидно, что он был одним из участников вот этого атаки на огромный Боинг, гибели людей. И, конечно, он должен находиться в поле зрения и со временем ответить за все эти деяния, и не только за эти, потому что все, что они делали там 14, 15, 16, 17 годы на территории востока Украины, и он, и такие, как он, ну, конечно, это спецоперация Кремля, там, с участием ГРУ, ФСБ, Министерства обороны, наемников и так далее, когда они создавали диверсии, когда они сначала устроили эти вооруженные конфликты, и якобы там локальный какой-то внутренний конфликт, якобы, а на самом деле именно они его и накачивали, и создавали. И, кстати говоря, они достаточно много убили тогда полевых командиров, которые были независимы, которые верили в какую-то действительно идею там, независимости и так далее. Они же всех там зачистили, всех убили, всех ликвидировали, кто более-менее там шаг влево, шаг вправо, и оставили только тех, кого там, условный список ФСБ и Суркова из администрации президента одобрил, как своих управляемых марионеток. Вот мы видим вот этого МММщика у руля так называемого ДНР и так далее. А где Сурков сейчас? Хороший вопрос. Я думаю, что он хочет сделать все возможное, чтобы международное расследование до него не добралось, и его роль как-то вот скрылась, затерялась за более какими-то острыми событиями, которые происходят сейчас. Но еще раз подчеркну, здесь Владик, он, конечно, причастен к совершению вот этих преступлений на территории Украины, был одним из тех, кто прописывал схемы этого подобного, и, конечно, он со временем будет за это отвечать. Пытается каким-то образом, очевидно, так же, как и многие другие, сделать все возможное, чтобы уйти от ответственности за то, в чем они принимали участие. Но это маловероятно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал ГУЛАГу.нет, ссылка будет в описании к этому видео. Следите за разными видео на этом канале, иногда даже такими, которые оперативные, которые не созданы для того, чтобы там выставлены в определенное время, чтобы собрать большую аудиторию, а именно для того, чтобы каким-то образом повлиять на жизни совершенно разных людей, с которыми говорит Владимир Осечкин на своем канале. Поэтому, друзья, поддержите, подпишитесь и давайте объединяться вместе, сообща, комментируя то или иное событие, вот как-то вот формировать такое комьюнити, да, неравнодушных людей. Владимир, а сейчас о другом комьюнити.
и достаточно большой как бы аудитории. Не знаю, насколько она релевантна, но тем не менее люди приходят и хулят Владимира Осечкина в комментариях. Прошлое видео, которое мы с вами делали, оно выходило премьерой, и, ну, скажем так, и на трафик, мы потом уже об этом узнали, что на трафик повлияли как раз-таки товарищи из фабрики ботов российского государства. Это видео и этот вопрос, вот я хочу завершить это видео, этот вопрос сделать для них. Владимир, так вы, оказывается, подлый человек, вытаскиваете бывших десантников, которые воевали в Украине. Речь идет о десантнике Филатьеве, талантливом десантнике, который книгу написал «Зов-56». Забирайте у них права на книгу, гонорары 200 тысяч евро, которые как бы должны пойти в помощь Украине, а осели у вас в кармане. И вообще, собственно, по этому поводу, ну, там, целый скандал возник, что не бескорыстно Осечкин достает вместе с ГУЛАГу.нет солдат из передовой в Украине. Владимир, история действительно громкая, и вы уже давали комментарии, и судьба этой книги в подвешенном состоянии, да и отношение к людям, которых я просто понимаю, каких трудов стоит, чтобы вытащить из лап режима ФСБ, перевести в Европу, ну, тоже такая подмоченная репутация. Что вы скажете по этому поводу, и где сейчас Филатьев? Общались вы с ним после этого скандала? Хороший, сложный вопрос, такой объемный. Я прям первую часть слушал, и я прям, знаете, я прям понял, это вот вы нарисовали образ человека, которым иногда бы, может быть, я бы даже хотел бы быть, вот, чтобы быть таким человеком, чтобы сейчас здесь, то есть это на самом деле могло бы быть так, да, то есть раз здесь 200 тысяч евро так лежат, покоятся. Я там, значит, вот такой вот нехороший, как бы, к сожалению, все совсем не так. И я понимаю, конечно, что российские службы и те же самые там Пригожинская фабрика троллей, они сейчас пытаются, ухватившись за какую-то маленькую там ситуацию, которая возникла здесь с Павлом Филатьевым, раскрутить это в обратную сторону для того, чтобы дискредитировать New Dissidents Foundation, ГУЛАГу.нет и меня лично, перекрыть, наконец, там любыми путями, там заткнуть вот эту вот дыру в плотине, из которой просто хлынули ФСБшники, ФСОшники, судьи, десантники, вагнеровцы там и так далее, которые выходят в паблик и через наш канал рассказывают миру то, что им известно. Кто-то искренен, кто-то частично что-то рассказывает, но все равно информация уходит, вымывается. Такого никогда за всю историю режима Владимира Путина, да и если там до этого, но не было. Всегда, даже когда происходил какой-то инсайт, утечка, всегда спецслужбы, там КГБ или потом ФСБ очень быстро это латали, подкупали, решали вопрос, закрывали на этом историю там, с помощью компроматов или денег и так далее. Компроматов на нас нет. Все, что уже могли найти, всю мою подноготную уже 10 раз вывалили, уже обсудили, уже поругали, всем все понятно. Но вот он, я, и мы продолжаем, как бы, несмотря на всю грязь. Подкупить? Ну, чем они меня могут подкупить? У меня все в этой жизни есть. Вот все, что нужно обычному, нормальному человеку, у меня есть. Я живу в городе-курорте, на берегу океана, и от того у меня будет на счету 100 тысяч евро или 10 миллионов евро, волны лучше в океане не станут. Это вообще от денег никаким образом не зависит. От этого не зависит погода. Могу я летать на самолете или не могу, там над горами или над океаном. Могу я серфить сегодня и плавать в океане, или сегодня шторм. Вот. А все остальное, вот эти вот количество нулей, ну куда я их с собой заберу? Я живу в зоне риска. Они меня в любой момент могут убить. Я это прекрасно понимаю. Ну, поэтому здесь у меня нет мотивации.
Давайте, если позволите, там 3 минуты просто в хронологии по фактам расскажу про вот эту историю с Павлом Филатьевым, потому что это действительно, на мой взгляд, важно проговорить, и люди, многие задают мне вопросы, а у меня настолько мы погружены в наши расследования, что я до сих пор не провел ни одного стрима и эфира об этой теме. Я записал, буквально вот вчера была хорошая погода, плюс 20, пошел на берег океана, записал полуторачасовое видео вот с рассказом, с подробным. Наверное, на днях тоже опубликую, поделюсь со всеми пейзажами красивыми и своими мыслями. Но если коротко, общими мазками, в конце июля к нам на горячую линию ГУЛАГу-нет обратился десантник Павел Филатьев, который обратился за помощью, который сказал, что, ребят, я хочу рассказать миру правду, то, что я знаю, вот, вернувшись с войны. Я не хочу этой войны, я ее покинул, не хочу в этом принимать участие. Видел там много зла, видел много несправедливости. Я хочу какую-то лепту внести в антивоенное движение. И вот есть повесть вот эта вот, можете ее бесплатно там на ГУЛАГу-нет опубликовать, чтобы ее все читали. Мы опубликовали на gulagu.net его повесть, которая называлась там «Зов-56». Это на самом деле даже не книга, которую он писал, это вот в записках в своем телефоне. Он, находясь в госпитале, каждый день там вспоминал какие-то события, вот как все это было в хронологии, записывал для самого себя, потом решил это в России там, придать огласке. До нас он рассказал, что он обращался к различным СМИ, блогерам, ютуберам. Это никого не заинтересовало. Видимо, по целому ряду моральных аспектов и так далее. А мы все-таки интересовались происходящим. Что же там происходило в первые дни? Как вообще получилось так, что абсолютно вроде нормальные, казалось бы, с виду люди взяли автоматы и поехали на территорию другого государства нападать, стрелять, убивать и так далее. Это же какой-то феномен, там, для меня до сих пор до конца неразгаданный, непонятный, как это можно так вот взять и сделать. Бывает один там убийца, бывает там 5 каких-то бандитов, как вот 1000 людей взяли автоматы, что ими двигало. И дальше я начал в этом разбираться. Мы с ним сняли целый ряд видео, интервью, где он мне был интересен не как личность или как человек, а как очевидец, который был там. И мы отсняли 8 часов. Это был конец июля, самое начало августа. Я ему предложил, говорю, давай ты сделаешь первое видео, мы опубликуем обращение к десантникам на 2 августа. Это вот тот день, как День десантника, где они там купаются в фонтанах, там поют песни, выпивают алкогольные напитки, устраивают какие-то там какой-то шум и буянят в эти дни. Но это в России все знают, что такое это 2 августа, лучше из дома не выходить. Вот, если ты не в тельняшке и не пьяный. Вот, да. Дальше, после того, как он обратился к десантникам, и мне показалось, что это будет сильный ход. То есть я ему подсказал, говорю, давай запишем, ты обратишься как десантник к десантникам, что, ребят, это не наша война, давайте-ка обратно там все возвращаться и так далее. Он это снял. Это действительно произвело определенный эффект в среде десантуры. Потому что, одно дело, когда там правозащитник из какой-то там либеральной правозащитной организации им что-то вещает. Для них либералы это то, что 20 лет подряд российские спецслужбы пытались опорочить, а люди неумные, они до конца не понимают, что слово либерал, либерте, это там свобода. Это свободолюбивые люди, которые любят сами свободу и которые выступают за вашу свободу, за ваши права. Так как очень многие там не приучены думать, там бутылкой, там голову разбивать бутылку о голову, вот это могут, в фонтан залезть, а подумать, хорошо, окей, если они не понимают, не слышат в полном объеме нас, я подумал, что пусть им, человек из их среды, на доступном им языке что-то скажет. Он это сказал, это зашло, действительно. И на следующий день мы опубликовали из 8 часов, я собрал 3,5 часа, потому что он достаточно много всего рассказывал, где-то повторялся. Поэтому несколько дней подряд, этот август, начало августа, конец июля, я провел в монтаже этого видео. Мы опубликовали это видео. Оно набрало, по-моему, больше 200 или 300 тысяч просмотров. Это была действительно сенсация, потому что первый военный российский, который выходит в паблик и который говорит «нет войне» по-своему.
Я, конечно, ему за эти 8 часов наших разговоров я задавал несколько вопросов таких, как бы давая ему возможность в оконцовке раскрыть себя, и если он считает нужным, извиниться перед украинцами. Но мне бы казалось, что вот когда ты там 2, 3, 4 часа о чем-то говоришь, и вроде бы понимаешь, что все это плохо, то по-русски, по-христиански, ну, надо извиниться. В результате, в общем, я услышал, что, ну, типа, он вроде не на ногу кому-то наступил, поэтому извиняться как бы здесь и неуместно. Для меня тогда большой вопрос, да, а что, ну, как бы, получается, что только за то, что на ногу наступил, надо извиняться, а за то, что ты с автоматом пришел, что не надо извиняться? Ну, хорошо, в общем... Ну, это можно списать на культуру, там, воспитания. Да, абсолютно, да. Абсолютно, да. Вот, нужно было тогда еще, как бы, сделать для себя какие-то выводы, не сделал. Вот, и потом, в результате, вот это интервью зашло, потом «Дождь» Тихон Зитков взял интервью, тоже сделал, запустил, как бы Павел сказал как раз в этом интервью, несколько ссылок указал на «ГУЛАГу нет», где он опубликовал первое интервью, причем я об этом его, конечно, не просил, это его вот, ну, решение было упоминать «ГУЛАГу нет» как организацию, которая ему начала помогать, кто опубликовал вот книгу и так далее. Дальше, 6 августа мы с ним подводили какой-то вот небольшой такой промежуточный итог вот этих вот такой волны внимания к его рассказу внутри России и на постсоветском пространстве, где он совершенно неожиданным образом для меня сказал, что вот было бы хорошо, там, как Владимир, а давайте вот я передаю вам права на свою книгу, а вы ее уже там переведете на иностранные языки, будете продавать, и все денежные средства пойдут в Украину, украинцам, причем он, конечно, подчеркнул там, мирным гражданским украинцам, которые пострадали в результате военной агрессии. Но скажу честно, вот для человека, который с ним провел там большое количество времени в общении, для меня это была как некая эволюция личности, когда человек действительно вот увидел большое количество комментариев, мнений людей и понял, что как бы это не та история, где надо все время там казаться брутальным, бицепсами, а в таких ситуациях иногда надо быть и простым, обычным, человечным. И очень круто для меня лично, что вот он захотел хотя бы таким образом загладить свою вину перед украинцами. Значит, поэтому вот если любой человек поставит себя на мое место, ведь всегда, прежде чем кого-то судить или о чем-то рассуждать, иногда полезно себя ставить на место человека. Вот поставьте себя на мое место. Я правозащитник, руководитель правозащитной организации, да, основатель ГУЛАГу нет и президент ассоциации New Decisions Foundation. Я делаю с человеком интервью. Он в результате понимает, что его соучастие во вторжении в Украину – это плохо. Он понимает и испытывает чувство вины, которое к нему все больше и больше приходит с пониманием, что нужно перед украинцами все-таки принести извинения и попытаться загладить вину. И при этом он сам публично предлагает мне принять права на его книгу с тем, чтобы вложиться, продвинуть эту книгу, помочь ее продать и денежные средства отправить в Украину. У меня было два, конечно, варианта в этой истории. Сказать: нет, там, забываем про тебя и про книгу, там, оставайся в России, там, тебя сейчас в ближайшее время посадят за дискредитацию вооруженных сил, и я тебе там напишу пару писем из Франции, а может быть даже кусочек сыра или шоколадки отправлю на Новый год в камеру. Или другая история. Взяться за помощь ему в том, чтобы он покинул территорию России, оказался в безопасности, и дальше уже, когда он будет находиться на территории вот, демократии и прав человека, официально принять права на книгу, заняться ее продвижением и от имени общественной нашей организации отправлять эти денежные средства под вашим журналистским контролем в Украину. Я подумал, что это крутая идея. Спасти человека, который осознал свои ошибки и переходит на сторону добра. Да, мотивация понятна, Владимир, и пока далеко не ушли, уточняющий вопрос. То есть всю эту разоблачительную историю он делал с территории Российской Федерации, правильно?
Да, и в первых своих эфирах он говорил принципиально о своем настрое не уезжать, отправиться и сесть в тюрьму, чтобы другим десантникам, которые воюют против Украины и принимают участие в неправедной, несправедливой войне, стало стыдно, что вот они сейчас на свободе и убивают украинцев. Да. А есть герой Павел, который сидит в СИЗО Лефортово или в СИЗО Матросская тишина за свою антивоенную позицию. Вот такой новый герой. И он так хотел сделать. И в тот момент, когда он так хотел сделать, мы ему нашли в Москве адвоката, профессионального, хорошего, который с ним встретился, который его послушал. Сейчас он уже говорит, что адвокат не стал всячески разделять его ценности и выбор, ну, потому что, конечно, адвокат прекрасно понимал, что будет, как будет все происходить, что его поместят куда-нибудь в пресс-хату, где его психологически, с учетом, ну, как бы его данных, очевидно, что склонят к сотрудничеству, и через там 2-3-4 месяца мы увидим очередного там Петрушку на НТВ или РНТВ, который будет рассказывать, как плохой Запад и плохие правозащитники Запада подставили его под тюрьму и так. Ну, то есть это все было понятно, поэтому адвокат смотрел скептически на всю эту историю. И в плане вот как адвокат выполнить свою миссию, дойти вместе с ним до военной прокуратуры и быть его адвокатом во время допросов, ну да, окей, если Осечкин просит и это нужно, как бы, ну готово. Ну, это, конечно, глупо, потому что, ну, в суде, где агентура ФСБшники в мантиях, там ничего не докажешь. Отправляться на 2-3-4 года в застенки, когда можно было бы рассказывать правду где-то за границей, но, очевидно, лучше так. В результате, в общем, потом ко мне обратились журналисты из газеты The Guardian. Крутое СМИ, и мы с ними еще до этого несколько лет подряд сотрудничали по разным другим темам и публикациям, и нашим комментариям, которым, конечно же, я дал контакты Павла, сказал, что я думаю об этом, вот как человек, который, грубо говоря, откликнулся первым из медийных, поддержал и поддерживает его антивоенную позицию. Вышла The Guardian, и дальше уже он понял, что он хочет покинуть территорию России, потому что он увидел, что он в мире востребован и интересен журналистам. Он понял, что, прочитав на ГУЛАГу нет, он сам об этом рассказывал в целом ряде стримов и интервью, что он на ГУЛАГу нет читал комментарии наших уважаемых подписчиков и зрителей, которые в большинстве своем говорили: Пашка, ну не дури. Но есть возможность, воспользуйся помощью Владимира, уедь, окажись в безопасности, и там руби правду матку и так далее. И вот наше открытое предложение о поддержке помощи в эвакуации, которую он сейчас всячески пытается каким-то образом там принизить, так же, как и нашу роль, и вот комментарии огромного количества добрых, хороших людей, они сыграли свою роль. Дальше он попросил нашей помощи, я провел стрим в его защиту, мы опубликовали номера его карт, люди из разных стран мира начали отправлять денежные средства ему на билеты, на отели, на такси. Со мной связались предприниматели, которые тоже приняли участие в оплате расходов. Что-то мы от своей семьи потратили, что-то Денис Пшеничный, мой коллега по New Decisions Foundation, туда вложил, что-то там другие участники нашей ассоциации. В общем, в результате получилось так, что Павел оказался сначала в Стамбуле, потом в Тунисе. И он мне несколько раз звонил и говорил, что: Владимир, давай сейчас вот я подпишу какой-то документ быстрее, чтобы передать тебе права. На что я, на мой взгляд, единственно возможным способом отвечал, что я не могу не видеть человека, когда он находится в сложной для него жизненной ситуации, что-то подписывать, что-то у него какие-то права на нашу ассоциацию забирать. Это неправильно. Вот когда я говорю: ты будешь здесь, во Франции, на территории демократии, прав человека, когда мы с тобой встретимся, поговорим, когда ты отдышишься, вот тогда, если ты захочешь, мы с тобой подпишем этот договор. Пока вот ты где-то там бежишь, и я не ставлю никаких условий. Мы помогали ему не в обмен наша помощь и спасение на права на книгу или на какие-то деньги. Это для нас, для меня и для всех коллег из New Decisions Foundation это гуманитарный проект, нематериальный. Вот.
И, соответственно, уже когда Павел прилетел, когда он оказался в аэропорту Шарль-де-Голь, он решил порвать свои документы под видеозапись, послал на 3 буквы Владимира Путина, демонстративно вот показал всему миру, порвав свой паспорт и вот этот вот военный билет, он продемонстрировал, что вот он рвет со своим прошлым, он рвет с армией, он рвет с путинской Российской Федерацией, где он не хочет быть никем, и вот он вынужден уезжать в чужую для него страну в надежде на спасение своей жизни, просто чтобы не оказаться в тюрьме. Дальше, когда я понял уже, что он прилетел и будет находиться несколько дней в центре ожидания, туда поехал мой коллега Денис Пшеничный его встречать и сопровождать. Несколько разных адвокатов откликнулись, предложили свои услуги пробона. А я со спокойной душой, зная, что он уже все прилетел, я полетел на несколько дней на Корсику, потому что у нас были билеты куплены заранее с женой, там, за несколько месяцев, у нее был день рождения, и я впервые, там, не знаю, там, за 7-8 лет мы куда-то поехали провести и побыть наедине. Вот. Потом я уже вернулся там, сюда, на материковую Францию, мы приехали в Париж, и мы встретились с Павлом Филатьевым в первый раз в мастерской художника Ярослава Горбаневского. Это, чтобы было понятно, это сын Натальи Горбаневской. По-моему, вот ее книга, если я не ошибаюсь, да, вот у меня эта книга от Натальи Горбаневской. Это одна из тех, кто выходил на демонстрацию в 1968 году, протестуя против ввода танков против войска в Чехословакию. И мне подумалось, что это крутая история будет, если встретится вот потомок, сын диссидента, который выступал против военного вторжения в Чехословакию, и встретится Павел Филатьев, который выступал против вот этой войны, сам покинув территорию войны. Вот, мы пообщались, потом, соответственно, у него были какие-то интервью с разными журналистами. И потом, когда уже все это успокоилось, мы сели, и он выразил свое желание и согласие передать права на книгу в New Dissidents Foundation с тем, чтобы мы, так как люди, которые вот участвовали в его промотировании, там, в общении с журналистами, в организации целого ряда интервью, в публикации его повести на нашем сайте, чтобы мы приняли авторские права и дальше занялись подбором издательств, которые готовы будут продавать эту книгу. Ну, вы так, собственно, и сделали. Да, мы подписали договор. После этого мы подключились и начали очень тесно работать с литературными агентами. Агенты отработали на 5 с плюсом, и с учетом вот этой медийности, известности там, и нашей, и Павла, которому мы помогли вот, оказаться под софитами телекамер, к этой теме было привлечено внимание прессы и, соответственно, издателей. Они ухватились за эту историю, прошли в целом ряде стран, прошли аукционы. Например, во Франции там сумма под 100 тысяч евро, там аванса за книгу была, там, да, ну, читающая очень страна, много книг они покупают, читают. Ну и разные другие страны, они подписали с нами договор аванса, и мы ждали, что где-то вот там, в конце октября, в ноябре начнутся поступления на наш счет. К концу октября как раз Владимир Золкин приехал в Биарриц, мы с ним тоже обсуждали вот этот вариант с тем, что когда придут денежные средства, с тем, чтобы мы могли найти контакты благотворительных организаций, которые там в Украине прямо сейчас помогают раненым детям, каким-то пожилым людям, женщинам, неважно, там, ну, там все, собственно, людей по собственно, так, как хотел автор. Ну, да. Да, совершенно верно. И, кстати говоря, вот договор, он здесь тоже, один из там копий лежит у меня здесь. Там прописано, что все денежные средства, которые получает фонд, направляются в Украину украинцам по согласованию с Павлом Филатьевым, с человеком, который вот так вот распорядился. Там не написано, что эти денежные средства Владимир Осечкин завтра возьмет и с Александром Шелестом 50-50 поделит как бы по 150 тысяч евро. Там написано о том, что мы как ассоциация эти денежные средства направим дальше. У нас ассоциация, ей уже несколько лет здесь,
New Citizens Foundation, это просто тоже важно для понимания, она состоит, все ее участники, это 100% политические беженцы. К нам пытаются прийти коммерсанты, чтобы стать нашей частью, да, там, и так далее, чтобы купить часть там, позитивной нашей вот этой вот кармы диссидентов. Но по факту все участники и все руководство ассоциации — это люди, которые пострадали от вот этого тоталитарного режима, которые приехали в разные годы за последние 7 лет во Францию, запросили политическое убежище и международную защиту, прошли все процедуры верификации досье, и с первого раза, без всяких там судов, обсуживаний там, и так далее, получили это самое политическое убежище и международную защиту, за что я благодарен Франции. То есть у нас действительно мы те самые новые диссиденты вот этой новой волны. И эта ассоциация зарегистрирована и работает в соответствии с законом от 1901 года об ассоциациях, который очень четко регламентирует, что ассоциации, они создаются как раз для чего-то важного, полезного, общественно значимого. Это не бизнесы. Ассоциации, их счета контролируются целым рядом различных там служб, и там невозможно ни одного рубля из этой ассоциации куда-то вывести там, на красивую жизнь. Это денежные средства, которые предназначены для реализации основных функций вот того, что прописано в договоре, в законе и так далее. Ну и плюс ко всему нужно все-таки анализировать. Есть разные люди, но если человек занимается правозащитной деятельностью и ведет публично свою деятельность там, более 10 лет, ну, наверное, у меня все-таки репутация есть, если мы стоим в этой ситуации, мы это делаем прозрачно и открыто. Поэтому здесь вряд ли кто-то мог бы даже подумать, на мой взгляд, чтобы мы могли что-то оттуда взять. Ну и мы подходим к самому интересному, к претензиям Павла Филатьева. Да, вот это интересно. Потом, соответственно, Павел Филатьев живет здесь, так же, как вся наша команда. Мы помогли ему снять квартиру, то есть где жить есть, как ездить. Мои родственники, члены моей семьи возили его, там, когда ему нужно было ездить там, в Бордо несколько раз для оформления вот этой процедуры политубежища, как бы на машине привозили, увозили. Для того, чтобы его как-то переключить от сигарет и алкоголя на спорт, мы с ним пошли в спортивный клуб, мы ему оформили, завели годовую карту там, со спортклубом, с видом на океан, с океанической водой, ну, чтобы парень перестраивался и как-то это сам. То есть, ну, хотели позаботиться, как мы можем. Там, моя мама какие-то там беляши, там, куриный суп ему передавала. Ну, мы здесь все живем, как сказать, ну, вот у нас какой-то, как действительно братство, как солидарность, как взаимовыручка. И мы, конечно, старались здесь его поддержать максимально. И для нас очень удивительно, что произошло через пару месяцев, потому что в конце октября, там, в ноябре он покинул Биарриц. Он не сдал ключи, там, не позвонил нам, не передал ключи от квартиры, или там не передал ключ от квартиры собственнику. Он бросил его куда-то там в саду, исчез. И потом вот мы получили через суд претензию, в которой нас вызывают в суд в феврале следующего года. И в этой претензии черным по белому прописано, что, оказывается, якобы Владимир Осечкин принудил, там, вынудил Павла Филатьева подписать этот договор, передать права и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, то есть эта история... Я разговаривал с юристами, они объяснили, что очевидно, что Павлу Филатьеву какой-то адвокат или юрист объяснили, что во Франции, если ты подписал договор, если ты о чем-то с кем-то договорился, это значит, что ты договорился. Если ты подписал договор, ты должен его выполнять. И единственный вариант отменить этот договор — это объяснить, что тебя там, не знаю, там за руки, за ноги держали, тебя вынудили каким-то образом путем запугивания какого-то там и так далее подписать этот договор, чтобы у судьи появилась мысль о том, что, возможно, этот договор можно расторгнуть. И очевидно, что он пошел на вот подобную очевидную там фальсификацию, обман суда с тем, чтобы сфальсифицировать основания для расторжения договора. Я хочу здесь, потому что, вот, Владимир, я хочу здесь четко, вот, чтобы мы обозначили предмет спора.
это деньги, ну, гонорары, да, за книгу, вот это движет, или это нечто иное? Потому что в комментарии этой истории, там, определенным средством массовой информации, вы, ну, давайте так, упоминаете и идеологическую сторону. И если докручивать вот вашу, ну, скажем так, версию идеологическую, я вот просто так в кавычки беру это слово, идеологическое, то у меня, ну, как у человека, ну, там, журналиста, да, возможно, где-то там разгулявшейся фантазией, вырисовывается, ну, нормальная, адекватная схема. Вы очень все подробно разложили, как это все было от начала и вот как к чему это пришло. Очень такая нормальная, гуманная схема дискредитации вашей, тоже в кавычки возьму слово, коммуны политических диссидентов, которые уехали из России путем внедрения и в нужный момент подставы, идеологической подставы вашего объединения. Ну, здесь предмет именно вот этого иска – это возврат прав, аннулирование договора о передаче эксклюзивных прав на повесть «Зов-56» в New Decisions Foundation, соответственно, возврат авторских прав Павлу Филатьеву, который автоматически переведет к тому, что денежные средства, которые вот сейчас уже приготовились издатели переводить на счет New Decisions Foundation, и мы, в свою очередь, уже сейчас начали вести разговоры об отправке их в Украину тем, кто нуждается в помощи. Отмена этой всей истории, и эти денежные средства, соответственно, тогда пойдут Павлу Филатьеву, который, очевидно, что какую-то часть оставит себе, какую-то часть уже дальше следом, наверное, может быть, отправит в Украину, может быть, передумает, начитавшись, которые там про него люди пишут, про его там поступки, жизненный путь и так далее. Вот. Но, конечно, здесь вот эта история, то есть если бы, я сразу скажу, вот, Александр, понимаете, мы добряки по натуре по своей, да, мы, конечно, мы можем себя защитить, когда на нас кто-то по глупости нападает, мы можем себя защитить и объяснить этому человеку, что он неправильно сделал. Но в реальной жизни, если бы он позвонил нам, причем мы же проговаривали не только эту историю, мы же проговаривали не только то, что мы работаем по части помощи ему с политубежищем или там с продвижением книги. Это же история про справедливость, про международное расследование. Мы заявили его как одного из свидетелей в офис прокурора Международного уголовного суда, на секундочку. Мы вместе с ним созванивались и общались со следователями, которые приехали 1, 2, 3 декабря, да, пообщались со мной, но при этом не нашли никакого Павла Филатьева здесь и никаких его показаний. Точно так же, как вот сегодня, да, середина декабря, прилетели следователи из Киева, из МВД Украины, с нацполиции, с очень серьезного уровня, как раз для того, чтобы проводить следственные действия, для того, чтобы всех опрашивать, допрашивать, кто готов помогать в установлении правды, истины, что там на самом деле происходило. Та же история вот сейчас, да, например. И мы понимаем, что мы этого человека старались взять, поддержать, защитить в надежде на то, что этот человек не только там, это же вопрос не только про то, что деньги отправить, да, есть еще другая сторона вопроса. Дать подробные показания, что он видел своими глазами даже за эти первые 1,5 месяца. Какое количество людей при нем убили. Что совершалось в отношении гражданских, которых эти десантники хватали и подозревали, что они отправляют какие-то там реквизиты, данные правоохранительным органам, что с ними происходило. То есть понятно, что люди действительно там находились, которые патриоты своей страны, и, конечно, когда кто-то вторгается, какие-то там бандиты, какие-то террористы приходят на их землю, но очевидно, что любой нормальный человек фотографировал, сообщал данные, отправлял не потому, что он шпион, а потому, что он гражданин Украины. То есть я правильно понял, никаких свидетельств на территории Франции Филатьев не давал?
На сегодняшний день, насколько я знаю, нет. Вот. Я очень надеюсь, мы сейчас в эти дни как раз, я передал его контакты следственной группе, которая приехала и которая на территории посольства Украины в Париже, во Франции, будет опрашивать. Все другие, кого я знаю, конечно, сказали, что, безусловно, они вот в эти там недели обязательно придут и дадут показания. По поводу Павла Филатьева здесь большой вопрос. Но еще раз, я к тому, что если бы человек пришел и сказал, что, ребят, я передумал, ну, это же история добровольная, передумал, ну, тогда выйди, пожалуйста, в стрим, ГУЛАГу нет. Давай вместе и объяснись, потому что я же не представляю самого себя. За мной огромная аудитория тех людей, которые верят мне и поддерживают нашу миссию. И тогда ты объясни всем этим людям, что вся эта история с твоим благородством, с твоим желанием извиняться перед украинцами, как Данка оторвать от себя кусочек там, своей души и подарить как бы на продажу свою книгу с тем, чтобы все до копейки пошло в Украину, это все не так. Что ты пожил во Франции, ты посмотрел на шампанское с устрицами, на красивые ботинки, пальто и парижские салоны, и понял, что, в принципе, вот что тебе хочется в реальной жизни, а не вот это вот все, наслушавшись каких-то там правозащитников с берега океана, которые сами скромно живут и к этой скромности призывают. Вот если бы, ну, как бы был такой честный разговор, я бы сказал, вопросов нет, нужны права, давай сядем и объясни просто это людям, всем людям, которым ты все это время обещал. Ведь те люди, которые и издают эту книгу, и покупают эту книгу, и всем журналистам, которые об этом писали, они же смотрели на Павла Филатьева именно через призму этого благородства. Потому что сам по себе, вот он думает, что он какой-то герой, но это вовсе не герой. Человек, который приходит с автоматом в руках в чужую страну, стреляет, где-то там заряжает какие-то минометы или там помогает, который стреляет в сторону украинцев, который хватает этих ребят, которые там что-то пытались сфотографировать или снять на видео прохождение техники, которая вторгается в их родную страну. Но в этом где какой там героизм, о чем там говорить? Единственное здесь для меня ключевое с точки зрения как бы морали, нравственности, почему мы решили ему помогать, потому что нам показалось, что он раскаялся, и он действительно хочет загладить свою вину. Если бы человек мне, сидя, не знаю, там 1, 2, 3, там, 10, 15 августа сказал: Вов, помоги мне сбыть мою книжку, а я там вот посмотрел, там квартиру хочу купить в Ницце, там, или, не знаю, там в Париже, там ботинки вот хочу какие-то себе красивые купить, там шампанское хочу в ресторанах пить. Ну, наверное, я бы сказал, что, уважаемый Павел, или там малоуважаемый, извините, но мы не туристическое агентство. Мы не туристическое агентство. Извините, обратитесь вот куда-то там в туристическое агентство, и, возможно, вас там поддержат. Но разговор был немножко другой, и сильно был другой. И я человек принципиальный. Я не люблю, когда обманывают. Не люблю, когда начинают отменять договоренности. И опять же, ну, у человека есть право отменить вот свое решение, но тогда это надо сделать честно и публично, отчитавшись о своем решении перед обществом и сняв с Владимира Осечкина и с New Citizens Foundation определенные обязательства, которые мы брали во всей этой процедуре, помогая Павлу Филатьеву. Потому что мы очень много огребли за то, что мы ему помогали, и мне очень многие ставили в вину, что мы его пытаемся обелить, или что мы вот его привезли. Но нужно понимать, во-первых, мы старались защитить его свободу и право на жизнь, а во-вторых, мы взялись за эту миссию, потому что человек хотел сделать доброе дело и извиниться, хотя бы как-то загладить свою вину. И мне очень сильно хотелось, вот честно скажу, мне очень сильно хотелось, чтобы хотя бы один российский военный вот действительно это сделал за все вот это, за все эти ужасы и кошмары, которые российские войска принесли на территорию Украины. Ну, мы хотим, но... Сложная тема достаточно, очень сложная, обширная. Владимир, но вы так и не ответили, вот, да или нет? Филатьев агент? Я думаю, что я не являюсь сотрудником правоохранительных органов Франции. Я живу в стране уже 7 лет, в которой соблюдается закон, права человека.
И я, например, в отличие от того же Филатьева, я уверен в том, что суд примет справедливое решение. Потому что вот в тех видео, которые он наспех выпустил в Фейсбуке, в его 4-й части, там он выпустил 4 серии «Кто такой Владимир Осечкин». Человек, пообщавшись со мной 5 раз по скайпу, ни разу не побывав у меня дома, потому что мы держали дистанцию и старались изучить сначала человека, прежде чем подпускать близко. Но человек уже вот он понял, находясь на расстоянии, кто такой Владимир Осечкин. И вот он, записывая эти все ролики, он в конце даже так сказал, он сам, видимо, понимает, что он проиграет, и он так сказал: а если суд мне эти права не вернет, если это вот такая вот страна, где все вот будет вот так для меня несправедливо, тогда, он говорит, я пойду и открою ногой дверь в посольство России и поеду обратно в Россию. То есть, ну, это как вот такая история. И один из моих хороших знакомых, он мне прям позвонил, говорит: слушай, говорит, ты знаешь, это какая-то речь такая будущего депутата Мосгордумы или Госдумы. Вот, то есть, как бы, ну вот помяни, он прямо сказал, говорит, помяни мои слова, говорит, мы сейчас увидим чудесное превращение, как бы, бабочки обратно в червяка, как бы, там, или там в гусеницу, вот, во всей этой истории, когда человек, который казался героем и так далее, вот он перекуется в пропагандиста. Ну, это все версии, давайте так, мы... Я думаю, так вот, отвечая на ваш вопрос, я верю в то, что здесь работает правоохранительная система и суд. Суд решит, кто прав именно в части этого спора. Правоохранительная система, которая рассматривает вопрос о том, является ли Павел Филатьев политическим беженцем или скорее это военный преступник и так далее, как бы, там тоже будет, соответственно, принято какое-то справедливое решение. В плане того, это какой-то шпионская какая-то история с тем, что ему прислали какого-то человека из России, кто профинансировал его чудесный переезд в Париж с наймом дорогого адвоката и так далее, и так далее. Если будет установлено здесь какие-то следы России, российских спецслужб и так далее, если мы увидим, что вот это продолжение вот этой вот кампании именно лично против нас направлены, ну, тогда, соответственно, я думаю, что и по нему, и по этой части тоже определенные выводы будут сделаны. Я пока не хочу говорить. Очевидно, что ведет он себя в духе вот какого-то пригожинского тролля. Что вот эта история обливать грязью человека, который тебе старался помогать, потому что ты с ним в чем-то не согласен, это какая-то вот история, как вот делает Пригожин, Путин и так далее. Как бы. И особенно если проанализировать ту риторику, которую он повторяет, он, собственно говоря, повторяет те шаблоны, которые пропагандисты из России на протяжении целого ряда лет пытались как бы внедрить в сознание россиян, пытаясь хотя бы каким-то образом пошатнуть нашу репутацию и доверие к нам внутри России. Ну, разберемся, увидим, как бы здесь время есть, мы никуда не спешим, и все тайное станет явным в этой истории, поверьте. Владимир Осечкин был моим собеседником сегодня. Владимир, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам, Александр, и, конечно, мирного неба над головой, скорейшего окончания этой кошмарной войны, и всем добра. И с наступающими праздниками, впереди еще так по календарю, судя по всему, праздники, поэтому самые добрые всем пожелания. Да, я с большой надеждой думаю, что вот, ну, эта история там, стоящая книга, не стоящая, нужна она вообще кому не нужна, но мы вот ее, ну, как бы подробно разобрали, а вот ближе к концу года или, ну, скажем так, в году уже наступившем, мы с Владимиром обязательно встретимся и, ну, скажем так, подведем определенные итоги 22-го, военного 22-го. И я думаю, что это будет очень серьезный эфир, поэтому подписывайтесь на ГУЛАГу.нет, подписывайтесь на мой канал Александр Шелест, он называется. Всем от себя желаю добра и света, традиционно. Ну и, конечно, увидимся. До скорого.